Уважаемые друзья, добрый день. Прежде всего хочу всех вас поздравить с важным событием, началом летных испытаний нашего нового легкого истребителя МиГ-35. И, разумеется, поздравляю конструкторов, инженеров, рабочих, летчиков, всех, кто участвовал и продолжает участвовать в этой серьезной и важной работе. Ставит на крыло новую машину. Отмечу, что новейший многофункциональный истребитель МиГ-35 обладает улучшенными летно-техническими характеристиками, оснащен самым современным вооружением. Но вы знаете, это лучше меня, готов и способен сопровождать сразу от 10 до 30 целей. Работает не только по поверхности Земли, но и по морю. Это действительно интересная, уникальная машина, можно сказать, 4.2 плюса, приближается к 5-му поколению. И очень рассчитываю на то, что и наша армия будет значительно усилена этой машиной, наши военно-воздушные силы, военно-космические силы, но и этот самолет имеет хороший и экспортный потенциал, имея в виду, что более чем в 30 странах активно эксплуатируется другая машина МиГ-29, и создана хорошая инфраструктура в этих странах для использования этого истребителя. Есть подготовленные кадры, но, разумеется, и промышленность, и все, что связано с эксплуатацией этих машин, все должно быть готово для того, чтобы предложить нашим потенциальным партнерам максимальные, необходимые в современном мире услуги по обслуживанию этой техники. Есть еще один момент, на который я хотел бы обратить внимание, а именно он заключается в том, что на одном из предприятий МиГа планируется выпуск гражданского самолета, который очень востребован в народном хозяйстве, очень востребован нашими людьми, имеется в виду среднемагистральный трубовинтовой самолет для использования на внутренних гражданских линиях. Очень рассчитываю на то, что и эта работа, тем более, что решение нами принято по поводу источников финансирования, будет проделано вовремя, в срок, и мы увидим модернизированную машину, которая будет широко эксплуатироваться и применяться на внутренних линиях. Пожалуйста, слушаю ваш доклад. Пожалуйста. Уважаемый Владимир Владимирович, уважаемые коллеги, докладывает руководитель Объединенной строительной корпорации Юрий Слюсарь. Со мной рядом находится генеральный конструктор корпорации Сергей Сергеевич Коротков и шеф-пилот корпорации МиГ Михаил Александрович Беляев. Владимир Владимирович, сегодня начаты летные испытания новейшего легкого многофункционального истребителя МиГ-35. Истребитель спроектирован специально для ведения боевых действий в условиях конфликтов повышенной интенсивности, в условиях высокой плотности ПВО. Высокие показатели, которые имеет самолет, достигнуты благодаря использованию впервые вновь установленного комплексу бортового комплекса обороны, новой оптико-локационной станции, сниженной в разы радиолокационной заметности. Мы увеличили с 6 до 8 количество точек подвески, что позволяет использовать и текущие перспективные образцы авиационных средств поражения, включая лазерное оружие. Самолет имеет увеличенную дальность больше чем на 50% за счет большей емкости внутренних баков и функции дозаправки в воздухе, которая в том числе может осуществляться в режиме танкера с самолетов этого же семейства. Все системы самолета МиГ-35 российской разработки и производства, включая вновь используемые системы, инерциальные системы и нашленные системы целеуказания. Самолет запланирован в проекте государственной программы вооружения, закупки его серийно с 2019 года. Завтра здесь, в Луховицах, мы будем презентовать для наших потенциальных покупателей из других государств эту машину. Очень надеемся на то, что она будет успешно реализована на внешних рынках. Уже отмечаем повышенный интерес к этой машине. Надеемся на то, что в этом смысле, конечно, те заказы, которые мы получим по линии Министерства обороны и по линии военно-технического сотрудничества, обеспечат загрузку завода. Ну и, как вы уже отметили, здесь, в Луховицах, на основе производственной площадки корпорации МиГ,
параллельно мы разворачиваем подготовку производства регионального турбовинтового самолета Ил-114. Решение, которое мы приняли на совещании у вас полгода назад, начали реализовываться. Ресурсы выделены, доведены до корпорации. Уже параллельно по линии конструкторского бюро осуществляется подготовка документации, передачи на завод. И здесь, в том же цехе, где будет производство самолетов МиГ-35, параллельно мы выходим на темп минимум 12 самолетов Ил-114 в год. Это позволит в том числе, в соответствии с задачами поставленными, сбалансировать портфель корпорации, увеличить долю гражданской продукции и выполнить наши стратегические цели увеличения количества гражданских самолетов к 2025 году до 45% в портфеле корпорации. Владимир, хотели бы вам представить фрагмент видеозаписи сегодняшнего полета, если позволите. Пожалуйста, прошу вас. Я бы хотел слово предоставить пилоту, впервые поднявшему эту машину в воздух, Михаилу Беляеву. Товарищ Верховный Главнокомандующий, товарищи члены военно-промышленной комиссии, в рамках выполнения программы испытаний на самолете МиГ-35УБ, двухместный вариант, экипажем российской самолетостроительной корпорации МиГ, летчиками-испытателями Беляевым Михаилом и Горбуновым Станиславом, выполнен полет с целью демонстрации характеристик устойчивости, управляемости и маневренности. При выполнении полета цели и результаты достигнуты полностью. Все системы бортовые работали штатно. Силовая установка, комплексная система управления самолетом работали штатно. Качественная оценка экипажем положительная. Количественная оценка будет получена по результатам обработки и анализа материалов, полученных по записям контрольно-записывающей аппаратуры. Доклад закончил.
Спасибо, Михаил Александрович. Сергей Сергеевич, как вы оцениваете работу? Уважаемый Владимир Владимирович, уважаемые члены военно-промышленной комиссии, мы сумели создать многоспектральную систему, которая была интегрирована в оружие и установлена на борт самолета МиГ-35. И наряду с другими системами мы создали комплекс, который относится к поколению 4++. Надеемся на то, что Министерство обороны после проведения испытаний будет закупать эту машину. И иностранные заказчики тоже придут к нам заключать контракты. Я бы пожелал успеха этому проекту. Спасибо. Спасибо вам большое, и прошу вас передать самые теплые, самые искренние поздравления всему большому коллективу, который работал над этим изделием, над этой машиной. Всего доброго, удачи. Объединенная авиастроительная корпорация. МиГ-35, 35Д. Многофункциональный истребитель поколения 4++. МиГ-35, 35Д. Улучшенные летно-технические характеристики. Высокая боевая готовность. Повышенная выживаемость в условиях воздушного боя. Усовершенствованное радиоэлектронное оборудование. Оптоэлектронное оборудование нового поколения. Доработанная конструкция планера. Двухместная компоновка. Возможность управления оружием из обеих кабин. Одноместная компоновка. Возможность установки дополнительного топливного бака. Возможность установки двигателей с отклоняемым вектором тяги. Увеличенная дальность полета. Возможность дозаправки в воздухе. Полная ситуационная осведомленность. Высокоточный навигационный комплекс. Увеличенная боевая нагрузка. Девять точек подвески вооружения. Прочность в сочетании с ремонтопригодностью. Увеличенный срок службы и ресурс. Высокая помехозащищенность. МиГ-35, 35Д. Надежный партнер в воздушной обороне.
Около 28 градусов, скорость 200 км в час. Подваше 4 Б-35. Летчики добавляют режим и готовятся выполнить. Корабельное базирование.